например, плохой. Давайте что-нибудь возьмем дешевое. Ну, вот давайте сожмем XLM, например, X10. И посчитаем. Как посчитать цену шага? Можно посчитать цену одного пункта. Можно посчитать цену сразу, там, допустим, 10 пунктов. Как это делается? Смотри, ты берешь калькулятор. Допустим, берешь цену 0,086. Отнимаешь от нее минус 10 пунктов. 0,085. Далее, соответственно, ты делишь это на стоимость монеты, например, на 0,0857 и умножаешь на 100. Вот таким образом получается, что при x10 сжатии на XLM у нас 10 пунктов равняется 1%. Соответственно, 1 пункт при x10 сжатии мы можем разделить на 10, будет равняться 0,1%. Соответственно, если мы разожмем в 10 раз еще раз, будет 0,01%. То есть я считаю цену шага в процентах. Цену шага в лотах можно считать, когда вы заходите большим. Цену шага, скажем так, без процентов можно считать, когда вы заходите большим объемом. К примеру, вот если вы на XLM, вот посмотрите, сколько у него запятых. К примеру, зайдете на 1, 2, 3, 4, 5 запятых. То есть если вы заходите на инструмент XLM на 100 тысяч лотов, то у вас шаг цены будет $1. Зайдете на 200, будет $2. Зайдете на 300, будет $3. Сожмете в 2 раза или в 5 раз, например, то будет $5, соответственно, $10 и 15. Вот такая вот логика.